Почему обзор этой модели стал одним из самых популярных? Перед нами обновленная Toyota Corolla Cross. Иногда все дело не в эффектных формах, не в суперкарах и не в премиуме. Людям важнее надежность, практичность на каждый день, семья и разумная цена. Corolla Cross получила серьезное обновление. Свежий дизайн, новые версии, больше удобства в салоне и важные доработки в движении. Все подробности в этом обзоре. С Томасом авточувство, 4К на весь экран и без купюр. Поехали. Перед нами средняя комплектация. Но даже здесь новая решетка с ячейками под соты, вид стал спортивней, и окраска теперь в цвет кузова. Сегодня это Emotional Red. Очень насыщенный оттенок. Центральную секцию тоже обновили, а в топовой версии ее еще и подсвечивают. Появился первый вариант GR Sport для Corolla Cross. Раньше он продавался только в отдельных регионах. Кажется, в Азии. Теперь доступен по всему миру. Более агрессивный облик, свой фирменный стиль. Фары тоже новые во всех версиях. В топе матричный LED. У дневных ходовых аккуратная верхняя графика. По периметру пластиковой накладки. Кроссоверный более выносливый характер. Длина 4,46 метра. То есть Corolla Cross стоит между Volkswagen T-Roc и Tiguan. Интересная ниша. И снизу снова видно кроссоверные защитные элементы. Здесь стоят 18-дюймовые колеса, всего от 17 до 19 дюймов. У нас 18 на зимней резине. А у GR Sport эффектный 19 с более агрессивным рисунком. Пропорции классические, кузов стоит вертикально, внутри много пространства. Подвеска обычная стальная. У GR Sport она ниже на 10 мм и настроена жестче. С рестайлингом появилась широкая надпись Corolla Cross на корме и новые задние фонари. Аккуратный световой рисунок. Указатель поворота, как по мне, немного маловат. Есть важное обновление по NVH, шумам, вибрации и жесткость. Toyota серьезно доработала шумоизоляцию крыши изнутри, и особенно задней части салона. На трассе теперь должно быть тише. Интересно проверить это на ходу. В топовых комплектациях добавили еще один слой шумки со стороны двигателя. Но снижение ветрового шума касается всех версий. И даже вот такие небольшие элементы. Вихревые генераторы помогают уменьшить шум в салоне. Особенно на задних местах. Любопытная деталь, правда? Теперь интерьер. Ключ обычный. Звук закрывания двери вполне неплохой. Даже сзади. И ручка двери. Вот эта зона больше не цепляет так резко. Стала работать мягче. Хороший прогресс. Внутренняя панель мягкий пластик. Текстура приятная. Локти удобно, хотя могла бы быть чуть мягче. Под слоем не так много пены. Классические кнопки зеркал и все остальное. Нижняя часть двери жесткий пластик, а здесь на пороге шильдик Hybrid. Руль пока без искусственных материалов, только кожа. Кнопки настоящие, механические. Слева управление приборкой, справа круиз-контроль. А вот эта область выглядит фактурной, но это просто рисунок на жестком пластике. Перед нами тканевые сиденья. На вид удобные, сейчас проверим. В базовых и средних версиях именно ткань. У GR Sport спортивные кресла с микрофиброй, в топе можно заказать кожу. А здесь простая ткань. И она действительно хорошая. Высокому водителю комфортно. Глубина посадки удачная. Материал приятный на ощупь. Мне эти сиденья правда нравятся. И по ширине они подходят. При моем росте 1,89 м остается запас по голове. Руль регулируется в большом диапазоне. Вверх-вниз, вперед-назад.
и вместе с ним двигается блок подрулевых переключателей. Такое встречается нечасто. Добро пожаловать в обновленный салон Corolla Cross. Здесь стоит мультимедиа на 10,5 дюймов. Вся верхняя часть панели мягкая, хорошо сделана. И доработки по NVH, о которых я говорил снаружи, дают тише звук на трассе. Особенно в топовых версиях и в GR Sport. Там добавили дополнительную шумоизоляцию за панелью со стороны двигателя. Но это снижает именно шум мотора, а не ветер. Каждая мера работает отдельно. И даже в этой комплектации обстановка вполне комфортная. Экран сенсорный. Есть встроенная навигация. Работает не самая быстрая, но позже разберем подробнее. Климат, классические крутилки, повернул и готово. Хорошая читаемость, удобно в движении. Там же регулировка скорости вентилятора. Центральная консоль новая. Селектор передач массивный. Вперед движение, назад реверс. Сверху выбор режимов движения. Покажу потом визуализацию на приборке. Слева беспроводная зарядка, но без охлаждения. Справа просто площадка под телефон. Есть USB-C. Я бы использовал именно его. А вот это классный момент. Переключатели со щелчком, как в самолете. Высокий тон, четкое ощущение. И можно оставить их в нужном положении. Утром все уже включено. Подстаканники без адаптивных фиксаторов. И еще одна новость. Тканевая крышка подлокотника. Теперь он не только открывается, но и двигается вперед. Маленькая деталь, а удобство добавляет. Теперь посмотрим на цифровую приборку и разберем еще пару моментов по мультимедиа. Вид с места водителя. Снова настоящие кнопки на руле. Справа круиз-контроль. Приборка теперь цифровая, с новыми анимациями. В разных режимах движения свой стиль. Смотрится современнее, чуть эффектнее. Главная мультимедиа, как я уже говорил, работает не очень быстро. Довольно базовое решение. Я почти всегда переключаю ее в ночной темный режим. Там экран выглядит спокойней. Apple CarPlay тоже здесь. Интеграция аккуратная. И я бы пользовался CarPlay или Android Auto почти все время. Мерцание видно только на камере, вживую все нормально. И важный момент для европейских владельцев. Тот самый звуковой сигнал превышения скорости отключается одним нажатием, вот здесь в верхней части экрана. Переходим назад. Отделка простая, жесткая. Есть необычный подстаканник, такое встречается нечасто. Сама задняя подушка широкая. Крепление изофикс по краям. Заглушки придется куда-то убрать, чтобы не потерять. Ткань такая же, как спереди. Приятная на ощупь. Подстаканники неадаптивные. Спинка складывается в грузовой режим. Так появляется чуть больше длины, чем в багажнике. Можно ставить так для более расслабленной посадки. Внизу два порта USB-C. Качество сборки здесь очень базовое, если честно. По пространству все неплохо. При моем росте 1,89 м колени не упираются, над головой тоже есть запас. Для такой длины кузова очень хорошее использование пространства. Есть версия с панорамной крышей, но только в самом топе. Та делает салон чуть тише. В целом задний ряд вполне достойный для машины такого размера. Теперь багажник. Объем 470 литров по верхнюю кромку. Шторка без боковых направляющих, зато снимается очень легко. Дорожный чемодан помещается под полкой даже вертикально. Ширина около метра. Между арками чуть меньше. Но в передней части ниши снова около метра. Зависит от точки замера. Глубина примерно 85 сантиметров. Здесь лежит защитный коврик. Можно не использовать, это просто верхний слой, под ним обычный. Под полом есть дополнительное пространство.
До него удобно дотянуться сюда и вот так. Хорошо сделано. Пластиковые панели, нет лишних отверстий и порожек аккуратно прикрыт. Максимальная длина при сложных спинках 1 метр 65 сантиметров. Высота проема впечатляет, около 80 сантиметров. Для этого класса очень удачные размеры, что скажет. Теперь моторная гамма. И да, если еще не подписаны, поддержите лайком или комментарием. Алгоритм любит такую активность, а вам это ничего не стоит. По двигателям все просто. Или 1,8-литровый гибрид на 140 сил, или 2-литровый гибрид на 180 сил, оба 4-цилиндровые. В Европе доступны только гибриды. В других регионах эти моторы встречаются и без гибридной системы. У нас сегодня версия на 180 сил, передний привод, разгон 7,7 секунды до сотни. Есть и полный привод. Там добавляют отдельный электромотор на заднюю ось. Начинаем движение на обновленной Corolla Cross. И, как можете слышать, да ничего не слышите. Стартуем на ходу электромобиля. Для гибридов это обычная история. На приборке тоже горит значок электромобиля, и сразу пользуешься всеми плюсами. Ниже расход, тише работа и меньше локальных выбросов, когда машина едет в этом режиме. Интересный момент. Многие водители Uber сейчас реально переходят на такие машины, особенно в Германии. Там почти весь парк уже Toyota Corolla. Хотя, подождите. Да, именно Corolla Touring Sports. Она сейчас, можно сказать, стандартная Uber-машина здесь. И водители этим мотором очень довольны. И еще одна мелочь – экономия тормозных колодок. Подъезжайте к перекрестку, нажимайте на тормоз, машина рекуперирует, и колодки почти не изнашиваются, вот и все. Сейчас двигатель как раз подключился. Так бывает, когда включено отопление или есть нагрузка. Зависит от ситуации. И вот он снова отключился. Эти переходы и дают такую плавность в движении. А когда, например, маневрируете на парковке, вперед-назад, переключения между драйв и реверс идут очень быстро. И вся эта мягкость немного успокаивает. Плюс новая шумоизоляция, меньше шумов, вибраций и жесткостей. И эффект уже чувствуешь прямо на месте. А на автобане, да, проверим позже. С этой гибридной системой и планетарной коробкой вы сами начинаете ехать спокойней. Сейчас включен эко, и невольно стараешься быть эффективней. Тем более, что позже мы еще дадим машине нагрузку. Эти моторы все-таки не про максимальную динамику. Но в самой мощной версии 7,7 секунды до сотни для гибрида это вполне неплохо. И при разгоне к автобану вы точно не потеряетесь в потоке. Вот снова идем на ходу электромобиля. Теперь двигатель подключился и снова выключился. Переходы очень плавные. Включение, выключение, и все это происходит постоянно. И удивительно, насколько эти моторы надежны, несмотря на такие частые переключения. Электрический буст снимает первую нагрузку, которая обычно принимает ДВС, и в долгую это помогает ресурсу. И да, можно отключить тот самый звуковой сигнал превышения скорости. Заходите в меню Toyota, и там есть этот пункт. Илья всегда говорит, выключи его, пожалуйста. И да, можно. А теперь выезжаем на автобан. Немецкий автобан, да, тот самый. Переключаем режимы Eco, Normal и Power. Сейчас стоит Power. Посмотрим, что он даст по разгону. Стартуем примерно с 50 км в час. И сразу чувствуется сиденье. Широкий, но боковая поддержка есть. Эта тканевая версия мне правда нравится.
Такой легкий намек на спортивное кресло, знаете. Очень приятное сочетание. Теперь небольшой разгон. С 70 до 100. Поехали. Вот так. Да, это точно не самый мощный автомобиль. Совсем нет. Но ускорения хватает для большинства ситуаций. И если бы я регулярно ездил по немецкому автобану, я бы не стал брать более слабую версию. Есть еще 1,8 литра на 140 сил. И да, это 2-литровый все-таки поувереннее. И я всегда говорю, лучше больше объем и чуть меньшая мощность, чем маленький объем, но высокая нагрузка на мотор. Так двигатель живет дольше. И здесь баланс все еще вполне нормальный. По шумоизоляции, да, стало тише. Однозначно тише, чем раньше. До рестайлинга Corolla Cross на автобане была заметно шумнее. Сейчас все еще не самый тихий автомобиль. На 130 км в час все равно слышим завихрение от ветра спереди. Но разница с прежней моделью заметная. Хотя, конечно, за самый тихий автомобиль она не поборется. Управляется хорошо, руль понравился, прямой, точный, понятный. Подвеска тоже не раскачивает. Такой нейтральный настрой между комфортом и легкой спортивностью. Поворачиваешь вправо-влево, сразу понятно, что это не спортивная версия. Но и не должно быть слишком жестко для такого автомобиля. Интересный момент. Когда работает навигация CarPlay, в цифровой приборке появляются базовые подсказки. Это помогает. То есть полноценного дублирования карты нет. Но направление все-таки выводится. И на автобане машина дает очень сбалансированное ощущение. Кстати, кнопку обогрева руля вынесли отдельным элементом слева. Вот здесь, рядом с рулем. У нее очень тихий звук, почти неслышный, но дотянуться в движении не проблема. Когда ускоряешься уже на скорости, чувствуется, что мотор немного, скажем, работает на пределе. Но это ожидаемо. Эти двигатели настроены прежде всего на надежность и спокойную городскую езду, а не на максимальную динамику. И если говорить про шум на скоростях, до 120-130 км в час все еще нормально. С рестайлингом стало ровнее, хотя великих чудес ждать не стоит. А вот к 150 км в час ветер уже слышно явно. Сделаю перестроение. Да, машина все равно остается сбалансированной. Для примера Volkswagen T-Roc, который мы совсем недавно тоже водили, ощущается заметно спортивнее. Там есть адаптивная подвеска DCC, она дает и больше драйв, и больше удовольствия. Corolla Cross другая философия. У нее спокойное, понятное поведение и акцент не на драйве, а на надежности и уверенной повседневности. Хорошо, что Toyota доработали NVH. Да, машиной года по тишине она не станет, я уже говорил. Но в городе разница заметна. И чем больше едешь на гибридной тяге, тем приятнее становится. В потоке, в спокойном режиме, это прямо ее стихия. На автобане, да, держится нормально. Но при длительной высокой скорости эффективность гибрида уже не такая. Кузов стоит вертикально, аэродинамика средняя, коэффициент лобового сопротивления тоже. И рестайлинг этого почти не изменил. Сделаем еще одно перестроение. Как ощущение у пассажира? Нормально? Далее говорит все окей. Это всегда хороший знак. Теперь давайте попробуем ассистенты. Настраиваем скорость, пусть будет 130. Активируем удержание в полосе. Есть даже отдельный экран, который показывает, как система работает. Вот эта машина впереди вклинилась. Торможение легкое, плавное. Пока держится нормально. Но обороты сейчас немного выросли. Как будто машина использовала двигатель вместо тормозов. Любопытный момент. Попробуем еще раз на свободной полосе. Посмотрим, насколько система спокойна или начинает нервничать при подруливании. Мелкая коррекция влево, мелкая вправо. И, честно говоря, это не выглядит 100% уверенно. Вот снова сообщение: система временно недоступна.
Почему? Непонятно. В общем, базовый функционал есть, но сейчас на рынке уже есть системы и покомфортнее, и поувереннее. Я бы сказал, что самый комфортный режим здесь примерно 120-125 км в час. Не 120 миль, а около 70 миль в час. До этих скоростей машина ведет себя тише, NVH работает лучше. Выше шум все-таки появляется. И да, вокруг много звуковых предупреждений. Но для стандартных автобанных скоростей стало заметно лучше. Хотя запас для улучшений, как я говорил, все еще есть. Теперь выберемся на загородную дорогу. Я снова включил эко. И вот, когда мы поднимаемся в горку на ДВС, примерно 70-80 км в час, очень хорошо ощущается разница именно по задней части кузова. Внешние доработки и дополнительная шумоизоляция на крыше, на задних панелях, все это работает. На обычных, мировых скоростях машина звучит тише. Только если ехать по-немецки, как тут принято, на очень высоких скоростях начинаешь думать, ну да, все еще громковато. Но для реального ежедневного режима все нормально. Подвеска тоже делает свое дело. У версии GR Sport клиренс ниже на 10 мм и настройка жестче. Мне такая жесткость здесь не нужна. Базовая подвеска настроена разумно, баланс между комфортом и легкой точностью. Да, эта машина не про спорт. Но если хочется именно спортивного оттенка в рамках Corolla Cross, тогда GR Sport имеет смысл, если готовы доплатить за более жесткий характер. Очень любопытный момент. В разных странах продают и совсем простые версии. Например, в США начальная цена около 20-25 тысяч долларов. Для Европы это почти невероятно. Здесь всегда стартуешь с гибрида, и уже в базе идет хороший набор оборудования. А те самые базовые версии Северной Америки – это, как здесь говорят, голые автомобили. То есть буквально минимум всего. Базового мотора без гибридной системы, почти никаких опций, механические регулировки, даже крышка багажника полностью вручную. Но это не всегда плохо. Просто другой рынок, другая логика комплектаций. А в Германии минимальная версия – это уже глобальный средний уровень. И это здесь считается базой. Теперь снова едем примерно 100 км в час, 60 миль в час. И вот на этой скорости машина чувствует себя дома. Не на автобане на пределе, а в городе, на пригородных дорогах, там она раскрывается лучше всего. И вот сейчас, когда мы спускаемся с горки, машина снова переходит на ход электромобиля, хотя скорость те же 100 км в час. И подзарядка батареи идет активнее, потому что я немного на тормозе. И это снова экономит тормозные колодки. Особенно в городе. Там гибрид буквально учит вас ездить мягче, тише, спокойней. И приятно, что едешь почти без шума и с меньшими локальными выбросами. Все это очень хорошо сочетается с гибридной схемой Toyota. Для меня главное здесь надежность. Эти гибриды действительно доказали свою живучесть, и это их сильнейшая сторона. Вот снова спуск. Машина сразу переходит на ход электромобиля. И руль здесь легкий, но не слишком легкий. Многие современные модели делают руль почти пустым, без веса. А здесь нашли хороший баланс. Посмотрим еще раз. О, вот удобная S-образная связка в городской части. Да, на камере возможно видно, как машину немного потряхивает. Вариант GR Sport вел бы себя жестче и плотнее. Но философия обычной Corolla Cross – это город, поездки по делам, забирать детей, повседневная рутина. И для такого сценария базовая мягкая настройка подходит идеально. И постепенно вы начинаете играть с гибридной системой, делая езду все более плавной. Чуть рекуперации, немного отпустить газ, мягко тронуться, и пассажиру тоже спокойней. Переходы здесь действительно очень мягкие. Эта силовая остановка буквально учит вас ездить эффективней. И за этим всегда интересно наблюдать. В целом Corolla Cross точно не претендует на приз за самое веселое управление. Недавно мы ездили на Volkswagen T-Roc, он заметно азартней, с адаптивной подвеской, но и стоит дороже. Corolla Cross делает ставку на другое, на надежность мотора и устойчивую гибридную схему.
Интересно будет сравнить ее с T-Roc уже в версии с подключаемым гибридом. Теперь про расход. Наш маршрут включал город, пригороды и автобан с ускорениями. И на высоких скоростях расход поднимался примерно до 7 литров на 100 километров. Но гибрид здесь очень активный. 58% путей мы прошли на ходу электромобиля. И это сильно снизило итоговый расход. Чуть больше 5 литров на 100 километров. Около 45 миль на галлон по США и примерно 53 по Великобритании. И это классический результат гибридов Toyota. Почти всегда так и выходит. По ценам. В Германии диапазон от 37 до 49 тысяч евро. И наши комплектации стоят около 41 тысячи. Это средний уровень. И именно такая версия сейчас является самой продаваемой в Германии. И если идти выше, машина уже получается дороговата для своего класса и набора опций. Главное преимущество — надежность гибридов Toyota и практичность. На этой машине можно делать буквально все. Город, поездки, семья, дальняя дорога. Хорошо, что улучшили шумоизоляцию. Раньше это был один из главных минусов. Да, в салоне все еще встречаются простые материалы, и некоторые конкуренты предлагают больше. Но по надежности Corolla Cross часто впереди, и для многих это решающий фактор. По пространству все тоже в порядке, багажник удобный, и передние сиденья мне очень понравились, особенно эти тканевые кресла. Они комфортны даже для высоких водителей и пассажиров. Это одно из сильных мест этой версии. По ощущениям за рулем машина не пытается быть спортивной. Она нейтральная, спокойная, сбалансированная. Ничего не выпячивает. И именно поэтому так хорошо продается. Она просто делает свою работу и делает ее уверенно. Так что Corolla Cross и после рестайлинга остается одним из бестселлеров Toyota. Как вам обновление? Пишите в комментариях. А теперь посмотрите на старшего брата Toyota RAV4 или сравните с конкурентом Volkswagen T-Roc.